фанаты BTS. Поклонники ARMY по всему миру снова широко улыбнулись после просмотра последней прямой трансляции, транслировавшейся через официальный аккаунт BTS. В этой специальной прямой трансляции два любимых участника группы, Чингук и Чимин, появились вместе, создав необычайно теплую и веселую атмосферу. После долгого отсутствия в такой непринужденной обстановке их появление принесло облегчение и радость поклонникам, которые так долго ждали живого общения с этим культовым дуэтом. С самого начала трансляции Чингук и Чимин сразу же продемонстрировали свою неувядающую химию. Они выглядели расслабленными, одетые в повседневную одежду, сидя рядом и беззаботно шутя друг с другом. Чингук начал свой прямой эфир с широкой улыбки и дружелюбным голосом, приветствуя ARMY, которые начали заваливать комментарии тысячами сообщений о любви и тоске. Чимин, как обычно, появился с лучезарной улыбкой и остроумным поведением, что сразу подняло настроение. Было много забавных моментов. Чингук несколько раз подразнил Чимина из-за его новой прически, а Чимин ответил шутками о режиме сна Чингука, который, по его словам, все еще напоминает ему армейские времена. Они шутили, смеялись вместе и даже спонтанно спели песню, что, конечно же, побудило ARMY, оставшихся дома, записать ее и поделиться в социальных сетях. Один из самых умилительных моментов произошел, когда Чимин попытался подражать речи Чингука, напевая высоким голосом. Шокированный Чингук тут же закрыл лицо руками и расхохотался, назвав Чимина «злым» за то, что тот опозорил его перед тысячами зрителей. Однако их смех не прекращался. Это взаимодействие продемонстрировало естественность и настоящую дружбу, которые были неотъемлемой частью BTS с момента их дебюта. Более того, прямая трансляция также показала, насколько близкими стали их отношения после службы в армии. Оба выглядели более зрелыми, но при этом сохранили свою жизнерадостность. Многие фанаты описали трансляцию как теплое объятие после долгого отсутствия участников BTS. Этот прямой эфир стал не просто развлечением, а своего рода косвенным заявлением о том, что они готовы снова радовать мир. Даже не говоря о камбэке или будущих проектах, ARMY, глядя на их улыбки, понимали, что энергия BTS все еще жива и скоро возродится. Прямой эфир Чингука и Чимина был не только шутками и смехом, но и символом возрождающейся надежды. После периода неопределенности участники группы успешно доказали, что их отношения никогда не меняются, всегда крепкие, искренние и всегда увлекательные. Прямой эфир получился невероятно личным. Не было никакого сценария, никакой формальной концепции, просто два друга сидели рядом, позволяя миллионам людей наблюдать за их откровенным разговором. Чимин коротко упомянул, как сильно он скучает по общению с солдатами во время службы. Чингук с серьезным, но теплым выражением лица кивнул и сказал: «Казалось, время остановилось, но теперь все снова приходит в движение». Поклонники, посмотревшие трансляцию, завалили ее комментариями с любовью. Многие писали, что вид Чингука и Чимина вместе дарил им чувство спокойствия, словно их дом наконец-то стал целостным. Даже без официального объявления о камбэке или крупном проекте, прямой трансляции было достаточно, чтобы ARMY почувствовали, что BTS снова рядом. Чимин также похвалил ARMY за терпеливое ожидание. «Вы все потрясающие. Спасибо, что были с нами, хотя мы не всегда были рядом». Он взглянул на Чингука, который кивнул и добавил: «Мы скучали по вам всем». Их общение в тот вечер продемонстрировало нечто большее, чем просто развлечение. В нем была честность, взаимное доверие и постепенно разгорающаяся страсть. Чингуку и Чимину не нужно было стараться изо всех сил, чтобы развлечь других. Один их искренний смех оживлял мир ARMY. Этот прямой эфир напомнил нам, что, несмотря на время и меняющиеся обстоятельства, настоящая дружба и любовь фанатов остаются основой их пути. Вскоре после окончания трансляции Чингука и Чимина социальные сети были переполнены комментариями ARMY по всему миру. Twitter, Instagram, TikTok и даже YouTube Shorts были заполнены забавными клипами, умилительными скриншотами и эмоциональными комментариями от фанатов, глубоко тронутых простым, но содержательным взаимодействием двух участников BTS. Такие тренды, как решетка Ямандюнка Акливи, решетка OT7S и решетка BTS Back, мгновенно стали мировыми трендами.
За считанные минуты видеоклип, где Чимин подражает Чингуку, набрал миллионы просмотров и был завален комментариями вроде «Это тот самый момент Чингука и Чимина, по которому мы так скучаем, и они ничуть не изменились. Я плачу». Одной из причин, по которой AR и Муай так расчувствовались, был их естественный и искренний смех. Многие фанаты писали, что наконец-то смогли вздохнуть с облегчением, увидев, как два участника BTS выглядят такими же расслабленными, счастливыми и поддерживающими, как всегда. Даже крупнейшая международная фанбаза BTS опубликовала видеозапись прямой трансляции, назвав ее исцеляющим моментом года. Не только фанаты, но и несколько интернет-изданий также быстро освещали прямую трансляцию. Они назвали совместный момент Чингука и Чимина позитивным знаком того, что BTS готовится к постепенному возвращению к публичной деятельности. Популярный K-pop-портал даже написал «Счастье, которое Чимин и Чингук продемонстрировали в своем последнем прямом эфире, это BTS, незаменимая сила». Их связь с фанатами остается крепкой с течением времени. Более того, многие участники AR и Муай также назвали прямую трансляцию началом новой главы. Не только потому, что Чингук и Чимин завершили свою военную службу, но и потому, что их присутствие, казалось, косвенно намекало на то, что BTS не закончили, им еще предстоит долгий путь. В TikTok в течение нескольких часов начали появляться различные челленджи и мемы. В одном популярном видео фанаты шутливо имитировали их речь, а в другом была создана уморительная анимация смущенного лица Чингука, когда Чимин над ними смеялся. Эта всемирная реакция убедительно свидетельствует о том, что их популярность остается огромной и неувядающей. Прямая трансляция стала не только приятным моментом для фанатов, но и коллективной силой, объединившей миллионы людей по всему миру. От Джакарты до Нью-Йорка, от Токио до Парижа армии одновременно ощущали одну и ту же эйфорию, теплоту от созерцания выступления двух давно незнакомых людей, вызывающую искренний смех и неподдельную привязанность.